Новая операция США. Бравый американский спецназ появился с неожиданным визитом. Контрнаступление, которого нет, в сеть слили первые кадры прорыва. Попытка побега из страны. Новый поворот в самом громком коррупционном скандале. Бывший министр задержан на границе. США выходят из НАТО. Марко Рубио прижали к стене, и ему пришлось ответить на этот сложный вопрос. В стране, которую исторически очень не любит Кремль, меняются настроения. Граждане требуют вернуть призыв в армию, а президент – ядерную бомбу. В Москве раскрыли карты. Вассалу напомнили о длине его цепи. Они существуют. Бывший президент приоткрыл тайну, которая десятилетиями будоражит миллионы. Об этих и других событиях к утру понедельника, 16 февраля. Все, что важно знать сегодня. Нехта. Оперативные новости дня. Второй за неделю Пентагон отчитался об очередном улове. В американском департаменте войны сообщили о задержании еще одного судна теневого флота. Танкер под миловидным названием «Вероника-3» был остановлен в Индийском океане. Американские военные отслеживали его путь от Карибского бассейна. Провели абордаж без инцидентов. Причина – нарушение санкционного режима. Международные воды не являются убежищем. По суше, воздуху или морю мы найдем вас и восстановим справедливость. Министерство войны будет лишать незаконных деятелей и их ставленников свободы передвижения в морской сфере. По данным ресурса Главного управления разведки Украины War Sanctions, Вероника-3 перевозила сотни тысяч тонн подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы. США явно показывают, охота за теневым флотом продолжается. Новый поворот в самом звучном коррупционном скандале. Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке выехать из страны. Его сняли с поезда Киев-Варшава на пропускном пункте. По данным СМИ, пограничники действовали по запросу антикоррупционных ведомств. Галущенко задержали на 72 часа. Сейчас идут первоочередные следственные действия. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения. Бывший чиновник вынужден был уйти в отставку в ноябре после обвинений по так называемому делу Мидаса. Предполагается, что Галущенко в качестве министра энергетики выполнял незаконные указания бизнесмена Тимура Миндича, который является главным подозреваемым. В сети появились первые кадры украинского контрнаступления. На видео боевая работа 475-го отдельного штурмового полка ВСУ в Запорожской области. Подразделение атакует российские позиции, выбивает оккупантов с нескольких опорников. Видео опубликовал аналитический аккаунт The Battlefield. На кадрах колонна бронетехники прорывается к линии врага под огнем. Затем зачистка блиндажей и окопов. Гранаты, стрелковый бой, работа в упор. Операция прошла быстро. Союзникам стали погодные условия. Плохая видимость сыграла против россиян. В итоге противника отбросили с позиций, откуда он готовил наступление на Запорожье. Правда, украинские эксперты просят оценивать это спокойнее. Ни о каком эпическом контрнаступлении речи не идет, а говорим мы о тактического уровня контратакующих мероприятиях. Но в результате этих действий, как пишет Коваленко, силы обороны Украины выбили противника из Новоалександровки, Вербового, Вишневого в Днепропетровской области, а также врага отбросили от Терноватого и Косовцева. На Степногорском плацдарме ВСУ удерживают город, откинули захватчиков от Приморского и зачистили Лукьяновку. Все больше креатива. В России придумали новый способ сокрытия гигантских потерь военной авантюры Путина. Сервис Яндекс начал блюрить изображение кладбищ. На это обратил внимание украинский блогер Некромансер. Он заметил, что на Яндекс.Картах размыли новое кладбище в Североморске, главной базе Северного флота РФ. Объект находится почти в 2000 километров от Украины, но именно там массово хоронят военных, погибших на войне. По спутниковым снимкам раньше
было видно, что с 2022 года кладбище резко разрослось, территорию пришлось расширять. А теперь кто-то сориентировался, что потери страны-агрессора видно даже из космоса. Потери армии в России засекречены, однако по украинским и западным оценкам армия Путина потеряла более 1 200 000 убитыми и ранеными. И скрыть это становится все сложнее, даже с помощью блюра. Каково состояние Киева после серии зимних обстрелов врага? Виталий Кличко в интервью Financial Times заявил: город балансирует на краю катастрофы. В столице живет 3,5 миллиона человек. Зима – одна из самых тяжелых за все время войны. Температура падала ниже 20 градусов мороза. Массовое отключение света, тепла и воды стали реальностью. Но мэр столицы считает, что на кону нечто большее. Главная цель Путина – не Донецк, не Луганск, не Крым. Его главная цель – Киев и вся Украина. Он хочет уничтожить нашу независимость. И вопрос о выживании всей Украины, по мнению Кличко, остается открытым. Намекнул политик и на разногласия с президентом. Недавно именно Кличко обвинили в недостаточной подготовке столицы к ударам врага. Цель России – внутренняя дестабилизация. Сейчас единство внутри страны – ключ к нашему миру и свободе. Кличко намекнул, что не хочет продолжать давнее противостояние, заявив, что, цитирую, «давно повесил перчатки на гвоздь». Вопрос к нашим украинским зрителям. А как вы думаете, были ли достаточными усилия мэра этой зимой? Выйдут ли США из НАТО? На такой вопрос пришлось отвечать Марко Рубио во время визита в Словакию. Госсекретарь США на пресс-конференции с премьером Робертом Фицо заявил: Что касается НАТО, я не понимаю. У Соединенных Штатов развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО. И мы ясно дали понять. Я думаю, это было очень четко заявлено на саммите всего несколько дней назад. Или на встрече на уровне министров обороны. Мы не выходим из НАТО. Мы не уходим. По словам Рубио, переброска нескольких тысяч военных из одной страны в другую – обычная практика. Так было всегда. Рубио добавил, что главная обязанность любого государства – защищать свой народ. И именно поэтому США требуют от союзников по НАТО усиливать собственные армии. Чем сильнее наши партнеры, тем сильнее все мы вместе, заявил глава Госдепа. Правда, удивление Рубио не совсем понятно на фоне недавней инициативы его партийного соратника. Конгрессмен Томас Масси недавно зарегистрировал законопроект о выходе США из Альянса. Смена настроений в Польше. По данным опроса Opinia24, 52% жителей страны поддерживают возвращение обязательной военной службы. Из них 31% решительно за, против 30%. Чаще всего идею поддерживают мужчины, жители 50-59 лет и избиратели крупнейшей оппозиционной партии ПиС. Самые жесткие противники – молодежь 25-29 лет и люди с высшим образованием. Последний призыв в стране был в 2008 году. Потом перешли на контрактную армию. Но формально и обязательную службу не отменили. Ее можно вернуть в любой момент. Власти подчеркивают, сейчас таких планов нет. Но в последние годы в дополнение к профессиональному костяку армии добавили силы территориальной обороны, а теперь расширяют и добровольный резерв. По плану это даст возможность в случае надобности поставить под ружье 500 000 защитников. Стали понятны последние громкие заявления службы внешней разведки и Министерства иностранных дел России. Те друг за дружкой недавно раскрыли заговор Запада по подготовке свержения Лукашенко. После криков Марии Захаровой карты приоткрыл один из заместителей Лаврова. Замглавы российского МИДа Михаил Галузин по-товарищески посоветовал Лукашенко сохранять бдительность в диалоге с США. Повод – снятие американских санкций с Белавия. В Кремле формально это приветствовали, но тут же подчеркнули, основной санкционный режим против Беларуси остается, а Вашингтон в любой момент может снова нажать на экономические рычаги. И главное предупреждение между строк. По словам Галузина, любая большая сделка Минска с США возможна только без ущерба союзу с Россией и Китаем. То есть сближение, пожалуйста, но строго под контролем из Москвы. Фактически это сигнал Лукашенко. Маневрировать можно, но не выходить за флажки, иначе союзники напомнят, кто здесь главный партнер.
Граждане Польши активнее поддерживают возврат к призыву, а президент страны идет еще дальше. Кароль Навроцкий в интервью Polsat News заявил, что является большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту. Мы – страна, находящаяся непосредственно на границе вооруженного конфликта, и мы знаем, какое отношение агрессивной империалистической Российской Федерации к Польше. В то же время Навроцкий подчеркнул, что все должно происходить с соблюдением международных правил. Варшава – участник договора о нераспространении ядерного оружия. Разрешат ли США двигаться в этом направлении, он не знает. Россия президента беспокоит меньше. Как заявил Навроцкий, Москва все равно может агрессивно отреагировать на что угодно. А сейчас очень важная новость, которая пришла буквально только что. Чтобы не произошло так, обязательно подключите NextVPN, ведь блокировать будут в самый важный момент. Человек, который знает главные гостайны США, заинтриговал. В подкасте No Lie бывшего президента Барака Обаму спросили прямо, реально ли инопланетяне. Бывший глава самого могущественного государства на Земле заинтриговал своим ответом. «Они существуют», — сказал Обама, но сразу поправился. Они существуют, но я их не видел. Правда, откуда ему известно о существовании внеземных существ, Обама не признался. Бывший хозяин Белого дома также развеял слухи о том, что инопланетян держат в так называемой зоне 51. Никаких подземных баз там нет. Разве что существует некий грандиозный заговор, и все это скрыли даже от президента. Ну что, поверим, или он все-таки нам чего-то не договаривает? Обнять и плакать. В соцсетях появилась новая звезда, но какая же она грустная. Это полугодовалый детеныш макаки по кличке Панч из зоопарка японского города Итикава. Видео с его участием стали вирусными. Панч появился на свет в июле прошлого года, но вскоре после рождения был брошен матерью. Другие макаки пока его тоже не очень принимают. Смотрители зоопарка взяли малыша на воспитание. Поскольку детеныши обезьян обычно цепляются за своих матерей с рождения, смотрители предложили Панчу одеяло и плюшевые игрушки, чтобы успокоить его. Он выбрал плюшевого орангутанга, с которым не расстается ни на минуту. Сотни тысяч вышли сказать «нет» жестокому режиму. Бывшая первая леди обвинила президента в предательстве. Силовики убили любимого певца-диктатора. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. И приглашаю на вечерний выпуск.